Перед тем, как приступить к изучению Sonic Reverse, вы уже должны уметь делать Charge Reverse. Первым делом нужно научиться делать замок пальцами. Для этого согните средний палец и соедините указательный с безымянным. Возьмите ручку между указательным и средним пальцем. При этом пальцы должны быть согнуты, как при выполнении Charge Reverse. Это и будет начальной позицией трюка. Первый этап изучения. Делаем Charge Reverse. Для этого нужно плавно выпрямить средний и указательный пальцы. Важно, чтобы пальцы были расслабленными. Второй этап изучения. Совмещаем выше указанный замок с Charge Reverse. Когда ручка во время выполнения чарджа будет находиться перпендикулярно вашим пальцам, согните средний палец и соедините указательный с безымянным. То есть сделайте выше упомянутый замок. Он нужен для того, чтобы ручка не улетела в сторону и благодаря ему попала в другой слот. Также после изучения Sonic Reverse 1, 2, 2, 3, изучите Sonic Reverse 2, 3, 3, 4. Возьмите ручку между средним и безымянным пальцами. При этом пальцы согнуты. И сделайте чардж, выпрямив средний и безымянный пальцы. Когда ручка будет находиться перпендикулярно вашим пальцам, сделайте выше упомянутый замок. Когда вы выучите Соники реверсы во все слотах, вы сможете сделать трюк под названием Sonic Fall. А также, если вы выучите Соники во всех слотах и во всех направлениях, вы сможете делать вот такую красивую комбинацию из соников. С практикой у вас все получится. Удачи в изучении!